Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир, Пламен Пасков на связи. Как всегда в это время по вторникам, Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и нашу долгожданную, что называется, аудиторию в этом очень непростом конце марта 2021 года. Должна быть весна, и она вроде бы есть. А вот тучи политические сгущаются, и ждем ваши опросы, вопросы и домыслы, и размышления. Ну, мы тучи разведем руками, знаете. На самом деле, вот уже и догорает март месяц. Такие были ожидания от марта. А тут, видите, как отвоевали март, собственно, в Иране. Причем это все перебрасывается на какие-то вообще сумасбродные вещи и заявления. Значит, Трамп говорит о том, что да, он может и закончить все, и не разблокировать Ормузский пролив, мол, не хотите? А что я должен? В общем, нагоняет туману, нагоняет жути. Обсудим, конечно, иранский вопрос. Зеленский, который пошел с открытым забралом уже против Трампа, уже конкретно заявляет в интервью Axios, что все, как бы это Трамп хочет, чтобы мы уходили, о чем мы должны платить за завершение войны, мы же не агрессоры, вообще какая-то такая сумасбродная история. Обо всем по порядку. QR-код, который видите возле меня, это возможность прямо на экране написать свой вопрос, канал поддержать. Также ваши вопросы оставляйте в сообществе YouTube. Анонс нашей встречи есть, и там уже люди пишут. Ну и, конечно, в клубе зрителей Шелеста. Милости просим, так сказать, и спасибо всем за поддержку. И спасибо за то, что подписываетесь, ставите лайки. Опрос сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Когда прогнут Зеленского Соединенные Штаты Америки? И варианты ответов. Во время войны с Ираном, после войны с Ираном, в паузе войны с Ираном или вообще не прогнут. То есть мы привязываемся именно к этой неопределенности Ирана и пытаемся понять, так а связано ли одно с другим? 100% связано. Ведь, как утверждают разные источники, визит Зеленского с продажей дронов — это вообще цирк, Пламен. Он выходит и говорит: смотрите, эпизод. Ирак, вертолет, летит иранский дрон, поражает вертолеты в FPV. Это что означает? Говорит, это Иран готовится к наземной операции в странах залива. И под этим соусом Зеленский выбивает деньги. Ну, в общем, прокатился со всеми, что-то подписал, скажем так, военные там защищают небо Ближнего Востока. А Трампу это не понравилось. Ой, как не понравилось. Поэтому, собственно, и привязка вот такая к Ирану, да, вот он даже Бин Сальмана говорит: что ж ты целуешь меня в зад? То есть мы видим очень серьезную напряженность. Как вы ответите на вопрос сегодняшнего опроса? И, собственно, в какой момент войны с Ираном все-таки нагнут Зеленского и войну в Украине закончат? А я, честно говоря, уже не уверен, что его нагнут, потому что он сделал так много вещей, которые следовало бы сразу чисто педагогически и показательно после этого поставить его на место самым болезненным и недипломатическим образом, а это ему сходит с рук. Это ему сходит с рук, потому что Зеленский является аватарчиком коалиции желающих в скобках британского сообщества. А британское сообщество – это даже не Объединенное Королевство, это 56 стран. Я понимаю, что сейчас некоторым это кажется слишком так быстро и лихо все загнул, но на самом деле других логических объяснений нет. Поэтому если Трамп его будет ставить на место, то, во-первых, это после войны в Иране, неизвестно когда, однако. И после того, как Трамп каким-то образом, вернее, изоляционисты, представляемые Трампом, упрочнят и укрепят свои позиции, которые сейчас у нас рушатся на глазах. И я не найду тех аналитиков, прогнозистов и вообще-то людей, которые этим делом, информационным там, повесткам там занимаются, чтобы они могли с чистой совестью сказать: а Трамп вообще-то с Ираном разберется, они все там добьются вместе с Израилем, Иран будет поставлен на место, и, соответственно, после этого можно смело идти на праймерис, и эти праймерис у шанса, то есть у Трампа уже есть шансы выиграть по-человечески. Украина в этом абсолютно плотно увязана. Вернее,
Банковый и Зеленский, потому что Украина, да, Украина это следствие, это не решение. Никто не спрашивал народа украинского, что он хочет. Его просто ловят, гребут. Это как новая там какая-то междинная фаза между рабовладельством и ранним феодализмом, когда людей все еще за недолюдьми считали, гребли их как бешеные собаки по улицам, и коротко вот такие вот дела. То есть здесь Зеленский, помните, когда 2 марта 2026 года, это был понедельник, вышел Кир Стармер и сказал, а на самом деле неплохо было бы, чтобы Украина помогла Ирану своими дронами и дроноводами, особенно дронами-перехватчиками. И 3 марта, мы в вашей студии уже это обсуждали, я специально это припоминаю, 3 марта Зеленский выскочил и сказал, да, я, конечно, согласен сразу, пожалуйста, почему бы и нет, только у меня есть условия, чтобы эти монархии заставили Россию прекратить огонь хотя бы на месяц, чтобы это, и, коротко говоря, некоторые другие условия. А 4 марта опять тот же самый Зеленский, без никакого больше Кира Стармера, вышел и сказал, да, я готов практически безусловно, без никаких дополнительных условий. И 4 марта, я специально припоминаю, потому что я эти обзоры все еще продолжаю делать. Вышел Трамп и сказал, мне эта идея очень сильно не нравится. То есть идея, чтобы Украина подключилась на помощь монархии Персидского залива, казалось бы, Трамп, у тебя проблема там с боеприпасами, с стадами, с патриотами, с ПВО, с ПРО, и Иран стал вообще-то рубить, и тебе говорят, идите на помощь, ты сам кричишь, идите на помощь, и тебе помощь отправляют, не ту, которую ты просил, но все равно помощь. Так, подождите, стойте, это как это все равно, что человек, это так, метафора не конкретно четкая, например, тонет человек, а его бежит спасать тот, кто плавать не умеет. Понимаете? Нет, есть вероятность, что он его как-то выручит, где-то спасет, например, там, и он там может зацепиться, понимаете? Но давайте честно, чем помочь? Чем? То есть с протянутой рукой Украина до сих пор. Сейчас идет вот эти суды-пересуды, в общем, в западной прессе просто на разрыв там. А что ж с оружием? На Ближний Восток переправляют. Поляков даже просят. Поляки, новость сегодняшняя, давайте, Патриот, там, туда. А то там вообще вакханалия происходит. Бедный Дубай сейчас утюжат. Там попали в порт по кораблю, по самому Дубаю, там рядом. То есть мы понимаем, что, подождите, а что ж украинцы не защитили? Так нечем защищать. Нечем. Зеленский, как торгаш, приходит и говорит, сейчас на вас Иран сухопутно нападет. Ты в своем уме? Что ты говоришь? Какой? То есть Иран четко ждет атаки сухопутной на себя, но он пойдет Дубайск брать. Но это абсолютно какой-то нонсенс. Но это нужно, чтобы арабы дали денег. Но арабы, собственно, вроде как не против, что-то подписали. Но на самом деле, чем может Украина помочь Ирану на Ближнем Востоке? Не Ирану, против Ирана. США имеется в виду, да, на Ближнем Востоке. То есть, простите, пожалуйста, уже там говорят, ваши дроны из там дерьма и палок, они на кухнях собираются домохозяйками, 3D-принтерами, то есть, не смешите, здесь другие процессы немножко и другая история. И все так считают деньги, вот, дорогое ПВО, дорогое, конечно, дорогое, но у них-то есть деньги на дорогое. У них есть деньги микроскопом гвозди забивать, а у Украины нет денег. И тут просто, понимаете, голь на выдумку хитра преподносится как какой-то, я не знаю, вселенский опыт. Причем не унижая мужество, отвагу разработчиков, кулибиных на местах, мы понимаем, что это не масштабируется в какие-то очень большие вещи. Жаль, не смог вчера послушать ваш стрим, ваш подробный разговор с Алексеем Арестовичем, потому что у него всегда достаточно отдельный, взвешенный, особенно с военной точки зрения, взгляд на эти вопросы. Александр, мне кажется, здесь вы немножко не правы, я объясню в чем. Те ПВО, вернее, те дроны-перехватчики, те дроноводы, которые Украина, 300, около 300 там не спартанцев, а дроноводов Украина туда отправила, из которых 20 с чем-то уже погибли, насколько я понял, они имеют достаточно высокий коэффициент полезного действия, но единственный только против иранских шахедов, против крылатых ракет, против серьезной там баллистики, всякое такого, ни у кого нет уже ничего. А против шахедов, кое тоже составляют определенную значимую часть вот этих атак, вот эти
украинские и перехватчики, и дроноводы из говна и палок, но достаточно эффективно, они с этим справляются. Они не справляются на территории Украины уже с российскими геранями 3 и 5, то есть тюнингованные и ускоренные версии, потому что там добавили реактивные двигатели. Реактивные двигатели уже, вот эти дроны бегают, ну, я имею в виду герани, бегают со скоростью 300 км в час, и эти дроны-перехватчики просто за ними не догоняются. А первые вот эти герани 1 и 2, они, как и шахед, бегали со скоростью на практически автомобиля, то есть можно было сбить. И вот они что делают? Они согласились на то, что если Иран своих дронов-шахедов не тунинговал и не модернизировал, как Россия это сделала, а вот эти наши из говна и палок, ну, все-таки работают, давай-ка мы туда и продадим их максимально дорого. Нет, подождите, давайте их обменяем на ПАК-3, давайте обменяем на самолеты «Мираж» 2000. Ну, это не получится. Да, Зеленский просит вот эти патриоты, а он ничего не получит по поводу этих патриотов, но он будет просить деньги, потому что 90-миллиардные кредиты с Европейского Союза все еще не видать, а кризис есть, вот 1 апреля, вот завтра, что называется, на носу. Другое не сделают. Я не знаю, вы задавали ли этот вопрос или попадали ли на эту новость, но когда я делал вот этот недельный обзор, ну, копаю я немножко чуть шире и глубже, в американском конгрессе. Слушайте, я знаю, что не поверите, поэтому спокойно, пожалуйста, к этому отнеситесь. В американском конгрессе абсолютно всерьез рассматривают вариант отобрать у Украины, ну, можно даже и на платной основе, оставшиеся Патриоты и другие там ракеты ПРО и ПВО и перенаправить их на Ближний Восток. Потому что настолько остро уже не хватает, и в складах Америки и вообще, что они готовы грести везде, где это что-то осталось, включительно и Украину. Пока что это разговоры, но разговоры серьезные. Я думаю, что в рамках этой максимум следующей недели этот вопрос встанет уже на совершенно официальном уровне, причем не на уровне обсуждения, а на уровне «отдавайте, мы направили уже бригады, перемирие с русскими там обеспечено, пока мы занимаемся этими такелажно логистическими действиями, русские бить не будут, и мы забираем наши ПВО и ПРО добро, потому что в другом месте нам это нужнее». Кстати, это не из ряда вон какая-то практика. Напоминаю, что после, скажем так, первые полгода 22 года, ну, когда 24 февраля 2022 года, что называется, у Российской Федерации остро стало не хватать и танков, и БТРов, и БРДМов, и БМП, и все остальное, и они пошли обратно выкупать у Индии свое же, то же самое добро, которое Индия купила, заплатила, и Российская Федерация обратно выкупала для того, чтобы подключить, потому что нехватка была очень острой. Поэтому, если кому-то кажется, что Украина, в которой действительно бедственное положение по поводу ПВО защиты и ПРО защиты, что они отберут даже и последние, отберут еще как. Давайте мы это запомним, и на следующей неделе мы опять это обсудим. Я уверен, этот вопрос до этого момента встанет. Так что у Зеленского действительно ситуация, ну, я бы ему не позавидовал, откровенно говоря, потому что деньги действительно закончились, 90 миллиардов не видать. Урсула обещает каким-то образом нагнуть Виктору Орбану, ну, после 12 до 12 еще дожить надо, имеется в виду апреля выборы на территории Венгрии, где предполагается, что Петер Модер должен выиграть разгромным образом, и, соответственно, Петра Модера можно уговорить, или вернее уже уговорили, и в рамках недельки он снимет все эти там, что называется, после того, как вступит в должность, но это до конца апреля, в апреле уже и горит. Ну, давайте так, тут тоже такие, мне так нравятся вот эти, как бы, мамкины расклады, извините. Вчера Фицо выходит и говорит, да елки-палки, что происходит? Евросоюз, Еврокомиссия отправляет делегацию в Украину для того, чтобы та проверила дружбу. Да. А ее не пускают. Ну, то есть, ничего она не проверила. И он говорит, как так? Фица возмущается. Сегодня уже есть публикации о том, что, ну, там пресса пишет, как так вообще не получается проверить дружбу. Причем не венгры, внимание, не венгры эти. Венгры тоже попытались, их тоже развернули, туристами их обозвали, ну, да. Вот эти плохие венгры Орбана. Сейчас там прослушку пускают 24 года. Представляете, какая страшная история? Лавров и Сиярта договариваются, чтобы там с Измаиловой снять санкции, да, сестры олигарха.
Ничего себе, вот это откровение. Представляете, вот как это злой, плохой Орбан на побегушках у Кремля, вот это так сейчас преподносят, выставляют, но по большому... Это главный мем, да. Ну, подождите, по большому счету, а чем должны заниматься Министерство иностранных дел друг с другом? Так они этим и занимаются. Торговля, где-то что-то, договориться. Но факт прослушки, вы видите, никого не возмущает. Прослушки, ну, то есть, ладно, прослушали и прослушали. Все друг друга слушают, какая разница. То есть, меня интересует другой момент. Смотрите, ну, хорошо, Мадяр выиграет. Гипотетически, хотя там все непонятно. Орбан не царь, не президент, он премьер. Премьера выдвигает коалиция. Там есть даже внутри такие расклады, там объясняли мне политологи сведущие, что он там может победить, Мадяр, но коалиция сложится так, что премьером станет Орбан. Ну, вот, Да, вполне вероятно. ну, то вполне есть, вероятно, да. легко. Хорошо, Мадяр становится, Мадяр свой, там, он такой, как надо, наркотики не употребляет, тест сдал. Но, простите, а Фица куда деть? Фица тоже заинтересован в том, чтобы дружбу открыть и чтобы все как бы наладить. Уберете вы Орбана, ну хорошо, а что будете делать с словаками, там, например, с чехами? То есть тут вопрос же не в персоналиях, а в сути. На фоне кризиса, когда все обещают 150 нефть, точно, 200, привет, и начинается глобальная рецессия, хочется иметь хоть какую-то подпитку и жилу нефтепровода «Дружба». Но вместо этого Европа пропускает российские дроны, которые лупят по Усть-Луге, причем там который день уже подряд выносят этот объект в принципе. А все так сидят и думают, а куда же отправляется из Усть-Луги вот этот вот, ну, нефтепродукт? Европа не пропускает, Европа запускает. Ну, Европа запускает, вы думаете так. Хорошо. Уверен, направление из Эстонии, из Финляндии. Какая там Украина? Какие украинские базы покажете, пожалуйста? Местные люди говорят, направление четко со стороны либо Эстонии, либо Финляндии, либо и Эстонии, и Финляндии. Направление вот такое. Их видно. А дальше Так, сами в чем считайте расчет? географически. В чем расчет? Вот давайте, хорошо. Будем играть за эту сторону. Зачем, скажем так, питаясь нефтью, нефтепродуктами с Усть-Луги, уничтожать Усть-Лугу, не открывать дружбу на фоне взлета цен на энергоносители? Европа как, она самоубийца? Не Европа, это антиевропейская часть Европы, которая имеет отношение к этим процессам. Я понимаю, что это выглядит немножко так, но надо понять, что предатели есть в каждом народе, и иногда благодаря внешней силе эти предатели идут по верхам и становятся управляющими этими же народами и государствами. По поводу Роберта Фицо, наверное, вы пропустили. Никто не забыл о Роберте Фицо, но на него сейчас оппозиционная какая-то там партия, не помню, «Справедливость» или там какая-то не суть, они пытаются завести на него уголовное дело по статье «Госизмена» за то, что он прекратил подачу электричества Украине. То есть он не прекратил подачу электричества либо пользование электричества Словакии, а Украине. И каким-то образом, это не знаю, как возбуждается прокуратура, и типа мы за госизмену вас будем это самое. Поэтому вы правы, если Орбана решат инструментом под названием Петер Модер, Роберта Фицу пытаются сейчас решить инструментом под названием оппозиционная там партия какая-то, и останется один Андрей Бабич, который крепкий орешек. Что с ним будет, как будет, я пока не знаю. Чаще всего мы, естественно, слышим фамилии Фицу и Орбана. Дойдет ли дело и до этого самого, не знаю. Но по поводу услуги. Услуга – это 70% российского танкерного экспорта. Если с одной стороны и из одних уст говорите, Россия уже дерогация, Россия уже исключение, Россия уже может продавать, даже нет ограничений по цене и так далее и тому подобное. А 70% российского экспорта – это услуги. И услуга уже не просто разносит, она 5-6 дней как не перестала гореть, они продолжают бить. Давайте, смотрите, экспорта куда, Пламен? Ну, российский экспорт нефти, куда? танкер нефти, ну, на внешние рынки Китай и Индия преимущественно, ну, уже и Филиппины. То есть не западных партнеров?
Нет, не западных. Они же соблюдают свои санкции, что они будут... Ну, как сказать, вы Ну правильно вот, вопрос... вот так и сказать, понимаете? А Британцы через подставных компаний покупают российскую танкерную нефть, будь здоров. 22 британские компании нарушают британские санкции, покупая и российский газ, и российскую нефть. Так что да, правильный вы вопрос задаете. Так оно и есть. так я не могу понять смысла. Вот смотрите, полетела ракета. Причем, знаете, я понимаю, что там я передергиваю. Настроение сегодня такое. Там вчера полетела ракета из Ирана. Ее сбили над Турцией. Ну, уже как бы и привыкли. Третья ракета там, да. Турки активно занимаются поиском решений по Ближнему Востоку. Жалко ракеты. Жалко ракеты. Без США. Без США, то есть они как бы компонуют этот весь механизм, пытаются, ну, в общем, пытаются включить дипломатию. Что-то удается, что-то нет, но там, как бы, судя по заявлениям, ничего не удается, потому что у Трампа 7 пятниц на неделю, а Иран жестко выходит, говорит, попереломаем ноги всем. Всем попереломаем ноги, если ступите на нашу землю. Ну, по поводу сухопутной операции. В общем, эскалация сумасшедшая. Ну, а может, эта ракета вообще по Украине летела? Ну вот, а почему нет? А почему нельзя так предположить? Потому что там как раз через Турцию прям вот по Украине можно и запустить. Вчера Украину назвали соучастницей официально в войне Израиля и США против Ирана. Иранская сторона. Соответственно, да, мы понимаем, что чем это чревато. Иран – это, простите, не Россия. Ну, то есть, ой, там ударили по Усть-Луге. Как бы, а давайте по Жешуву ударим, а давайте ударим по Эстонии, а давайте ударим по Латвии, там, где уже официально на телефон приходят сообщения, что вот дроны пролетят, типа, будьте аккуратнее. То есть, Россия не бьет, а Иран бьет. По всем вокруг, откуда исходит угроза, или как они считают, как бы режимы прогнуты под Америку, и, в общем-то, они их обезжиривают. А может, уже по Украине летела эта ракета, над Турцией сбили, понимаете? Мы же как бы не можем предугадать баллистическую траекторию. Ну, точнее, можем, но не мы, да, есть отдельные специалисты. Я обостряю и так привношу немножко хаоса и абсурда в эту ситуацию, чтобы четко понять, Европа, санкционируя удары по России, но она же на что нарывается или ни на что? Дух Анкориджа все заполнит. Нет такого субъекта, как Европа. Раз. Есть некоторые географии, а то, что называется Европейский Союз, это, мягко говоря, далеко не единое тело. Я понимаю, что это трудно как-то себе представить и вериться, но действительно нет такого, как Европа. В Европе есть коалиции желающие, которые хотят продолжить эту войну по причинам, которые мы уже обсуждали долго, поэтому я сейчас повторять не буду. Давайте зададим себе вопросом. Если вырубить 70% российского экспорта нефти, кому от этого будет лучше? Я почему смотрел справа? Потому что пытался найти вот эту графику, там, где распределение первых 10 стран мира, кто производит нефть. И с этой нефти мы сразу найдем, что главный производитель, у которого действительно осталась нефть, причем своя или подконтрольная тебе, это Соединенные Государства Америки. Поэтому одни из одних уст говорят дерогации, продавайте, причем уже без ограничения цен, да, до 12 апреля, ну там сколько влезет, вы там постарайтесь и работайте, а услуга они отрубают. Раньше я бы сказал, что услуга, скорее всего, рубанули британцы из своих эстонских баз, либо, а в Финляндии, на самом деле, не помню, там британских, по-моему, нет, но американских уже есть. То есть кто-то оттуда это добро, не добро запускает. Мало того, если они подожгли услуга путем дронов, любой дрон, который делает эти пакости, всегда потом находятся осколки, по которым можно определить серийный номер, завод, производитель, дата, все остальное. То есть сразу обратное расследование идет. И я уверен, это было сделано. Я уверен, российская сторона прекрасно знает, кто эти дроны запускал. Или, по крайней мере, кто их производил. И соответственно, полную историю, зубную формулу, что называется, этих дронов, дентальную формулу, они знают. А специально об этом не говорят. Говорят, проблема с услугой, и скоро она работать не будет, и все дела.
Кому от этого выгодно? То есть сразу говорили, и Скотт Бессинг говорил, и Financial Times говорили, что, ой, господи, сейчас Россия заработает 250 миллиардов баксов, а другие говорят 650 миллиардов, ну, вообще-то страшные суммы. И 70% этого же экспорта отрубают вот военно-техническим образом. А Россия молчит, кто это сделал? Почему Россия молчит? Потому что ждут, чтобы дух Анкориджа, если улетучился, если выветрился, ну, как-нибудь кто-нибудь вообще-то его возбудит, возродить, и вот этот дух, наверное, вернется ближе к бутылке своей. А не будет. Не будет. Но это уже другой грустный такой вопрос. Если легко можно выпустить духа из бутылки, но затащить, запихнуть его обратно, ну, не получится. Лучше бутылку разбить. Так что дух Анкориджа выветрился. Ну, кто-то, как в этой сказке, музыка давно кончилась, они все еще пляшут. Ну, вот та ситуация, к сожалению, которая сейчас наблюдается. Тебе услугу подожгли. Причем из направлений, которые, очевидно, являются казусом белли. Там то ли Эстония, то ли Финляндия. Эстония 1 миллион населения, Финляндия 4 миллиона населения. Ну да, финская война достаточно грустный такой, что называется, экзамен, воспоминания, такая вьетнамский синдром, да еще хуже даже. С этим все понятно. Ну, хотя бы разберись, выйди и скажи, по нам ударила страна НАТО или страны НАТО. Дальше вопросы снимаются. Дальше у нас есть право делать все. И нужно показать, что ты можешь сделать. Ой, чтоб Третья мировая началась. Да успокойтесь, пожалуйста, 4-я уже идет. И до ядерного все равно дойдет. Потому что если они бьют по ядерным объектам, если тактическое или стратегическое ядерное, это хотя бы понятно, где, как, какой радиус действия и так далее и тому подобное. А если они по атомным электростанциям бьют, там уже ничего не понятно, что произойдет, если вот эти там реакторы бабахнут. А это уже происходит. По Бушеру бьют. По Запорожской атомной электростанции бьют. По другим вообще-то объектам Димона бьют. И дальше продолжать по списку, ну, естественно, туда будет идти и где-то как-то прорвется, бабахнет ведь. А так мы воду в рот набрали, и да, музыка закончилась, но мы все еще пляшем, и здесь бубен трясем, и дух Анкориджа вызываем. Пожалуйста, молитва дождя, что называется. Ну, Александр, мне хочется как-то подипломатичнее и как-то более мягко и выдержанно все это сказать. Ну, мне это... Ну, вы поняли. Западные СМИ снова пишут, что союзники США в Персидском заливе призывают Трампа продолжать войну против Ирана до решительного поражения. Associated Press публикует материал. Источники в США, странах залива и в Израиле говорят, что после первоначального недовольства войной, в общем, привыкли, и, в общем, все нормально. Арабские Эмираты, которые стали самой ястребиной страной Запада, даже активно продвигают идею, что Трамп начал наземное вторжение. Также эту идею вроде как саудиты поддерживают. В то же время Оман и Катар, которые исторически играли роль посредников, выступают за дипломатию. Значит, Wall Street Journal недавно о таких настроениях сообщал, и при этом сами эти государства официально о подобных пожеланий не высказывали. Короче, такая залипуха. Как продолжаются мощные взрывы в Дубае, да, Евроньюз вот сегодня говорят, что и сегодня обстреливают Дубай, попадают, обстреливают. И дополнение, там поляки уже отреагировали на патриоты из Польши, вот этот министр обороны, Косиняк-Камыш говорит, ничего не дадим, ничего не переправим на Ближний Восток. Сегодня утром тот же Wall Street Journal опубликовал материал о том, что Трамп может все закончить без открытия Ормузского пролива. И сейчас вот люди так смотрят, говорят, слушайте, вот давайте подведем итоги месяца войны. Санкции с Ирана сняты, Ормузский пролив, они вовсю вводят законы, чтобы платили деньги. Дружественные страны для Ирана, как они считают, дружественные, Россия, Китай, там, Ирак, они могут прогонять свои танкеры через Ормузский пролив. Никто ничего не делает, персидские страны получают разрушение. Логика простая. США, гегемон слаб. Но гегемон говорит, у меня другие цели. Хорошо, если цели не в Ормузском проливе, а какие тогда цели? То есть в чем тогда подвох и подоплека? Или это хорошая мина при плохой игре?
Это последнее и попытка смыться, потому что, как, наверное, вы слышали, ремонт никогда нельзя завершить, его можно только прекратить. Ну, там, или тюнинг автомобиля и так далее и тому подобное. Здесь, к сожалению, ситуация сильно, как сказать, острее, важнее и военно страшнее, военно опаснее, чем какой-то тюнинг автомобиля либо ремонт квартиры. Все равно придется завершить. Вернее, не завершить, а прекратить. Потому что есть сроки. Раньше Трамп говорил, 9 апреля мы собираемся это прекратить. Вот сегодня я вижу Кэролайн Ливит, милашка, она такая, всегда приятно на нее посмотреть, выходит и говорит, 6 президент Трамп скажет, что мы уже уходим из Ирана. 6 апреля, вот мы уходим, что называется. Почему? Потому что, с одной стороны, для наземной операции готовность, кстати, вот то, что она сказала, скорее всего, неправда. То есть, всегда перед каким-то военным действиям, которые сейчас должны произвести, они всегда запускают вот такой дымный занавес и врут. Врут, что чего-то там не будет, и это мы делать не будем, от этого мы отказываемся, а потом делать, естественно, ровно наоборот. Так было и с 12-дневной войной, так было и сейчас 28 февраля, когда они это сделали, так будет и сейчас наземной операции. Для наземной операции последние 10 тысяч, которые являются большинством, общее количество американских бойцов для этой операции 3-4 видов войск, это 17,5 тысяч, а вот эти 10 тысяч придут где-то, уже осталось 5 дней, 2 дня назад говорили, дней через 7. То есть они придут ближе к середине, будут готовы ближе к середине апреля. То есть вот эту наземную операцию ожидаем либо к середине, либо второй половине апреля, который завтра начинается. Поэтому она говорит, что 6 мы уходим, для того, чтобы немножко, наверное, разгрузить внимание, фокус иранцев и так далее. Ну, если получится, конечно. Но наземная операция будет. Правда в том, что эта наземная операция все равно не решит ни одного из главных вопросов, с которыми коалиция Эпштейна начали эту заварушку. И более того, к тем главным целям, которые действительно очень важны, особенно для Израиля. Да и для Трампа важны, но для Израиля это вопрос экзистенциальный. Добавился еще один главный вопрос, который даже опередил, затмил и заменил вот эти первые 4 вопроса. Главный вопрос, который появился, это откупорить Ормузский пролив, потому что иначе ужас какой-то. Ужас в Америке, ужас в Европе, ужас в Юго-Восточной Азии, ужас с монархиями Персидского залива, которые раньше были, ну, как вы правильно сказали, они воспринимали нас как гегемон, который в ответе за их военную безопасность, и мы ставили наши базы за их счет. Они платили за наши военные базы для того, чтобы мы им гарантировали типа военную безопасность, а оказалось, что наши военные базы оказались источником военной опасности для них, и причем самое, что у них есть, физически ощутимое, органическое. И наши военные оттуда ушли, 47 с чем-то тысяч. Трамп их 2 недели назад оттуда ретировал. А Иран продолжает туда лупить, и мы не можем их защитить, мы не можем защитить Израиль, мы даже наши корабли не можем защитить. Надо что-то делать. Если они смотрели на рельефную карту, а я уверен, американские генералы на рельефную карту Ирана смотрели, они в ужасе. Потому что место, куда нужно высадиться, это примерно справа от Бандер-Аббаса. Там есть небольшое поле такое, которое более-менее годится. Однако это поле окружено вот такими горами, причем каждая следующая гора как полоса, она выше предыдущей, то есть оттуда хоть ствольная артиллерия, против которой никакого ПВО и ПРО нет и не может быть, потому что это ствольная артиллерия, хоть дронами, хоть ракетами, можно их расстреливать как на тире. То есть высадиться не смогут. Высадка на Нормандии тоже была. Только вот с этим десантом дела были достаточно грустные, особенно сначала. И количество жертв перевалило общее количество жертв, которое было до этого и до конца войны вообще. Поэтому сейчас американцы видят вот такой вариант высадки. И поскольку американские генералы, я еще раз, я их не недооцениваю. Это опытные вояки. Это люди, которые постоянно воюют последние 200 с чем-то лет. Нету ни одного года. 200 с чем-то войн они затеяли. Сами они. И они были участниками. То есть это опытные люди. Смеяться, издеваться не стоит. Это глупо. Это несерьезно. И они прекрасно понимают, куда их тащат. Но острова они возьмут. А эти острова потом как задержишь? А эти острова, они тебе обеспечат пропускную способность Ормузского пролива? Нет, не обеспечат. А захватил их. И что дальше?
То есть они должны представить Трампу что-то, что должно быть похоже на наземную операцию, которая выполняет энный список функций, но главные задачи и функции, которые Трампу нужны, никакой сценарий с этими 17,5 тысяч бойцами, хоть это рембовцы, хоть это супер-пупер робокопы, неважно какие, киборги и прочее, они не выполнят из-за того, что там ситуация именно такая. Единственное, что может решить вопрос Америки, Трампа, это осел, груженный золотом. Если кто-то согласен его взять, и этот кто-то, скажем так, при должности, при высокой должности. Однако иранцы тоже сейчас ведут охоту за своими предателями, их тоже ловят, судят, вешают. И там уже у них нет единого руководства. У них уже децентрализация военных решений. Кого ты будешь подкупать? Это не тот Ирак, когда генералитет Саддама был хорошо известен, с ними правильная работа была проведена своевременно, и поэтому штурм Багдада как таковым не состоялся. Потому что нападающих было 175 тысяч, в Багдаде была иракская армия 350 тысяч, и они никогда ни за что не смогли бы выйти в Багдад, если этот осел, груженным золотом, не сработал на уровне генералитета Саддама. А здесь генералитет КСИР. Попробуй подкупить КСИР, когда КСИР это не Тегеран, и это не генералы. КСИР это люди, у которых, как самурайская каста, есть имущество, есть технологии, есть предприятия, есть торговые центры. Они и есть Иран. Они и есть вооруженные структуры Ирана. Не можешь их подкупить. Тут есть такой очень интересный момент. Мы наблюдали, как Украина и Россия в процессе войны становятся похожими друг на друга. Да, Ну, только в Украине там начали там долго, нудно это все разводить, эту всю канитель о том, что давайте запретим Телеграм, вражеский Телеграм. А в России прям начали это делать, и прям... Вот, уже сделали. сейчас какая-то точка отсечения 1 апреля, будет, не будет, что будет. Митинги особо не пошли, не зашли, их там предупредили, силовики эти митинги, да и вообще непонятно, кто там бы на них выходил, да, ну, молодежь, наверное, прежде всего молодежь, там, организатор вот этой истории 29 числа в воскресенье, типа, выходи гулять, вот эта вся история против, или там за свободный интернет, ну, по-моему, 19 лет, что такое, то есть какой-то такой, ну, юноша. Духи призрак Навального появляются, маячат за горизонтом, да? Ну, в общем, такая история, ничего из этого не вышло, не произошло, одни говорят, что будут закрывать, другие будут говорить, что да нет, ничего не закроют, ничего не получилось. А оно, правда, не получилось. Вот, например, если так разобраться, запрещен же Инстаграм, да, в России. Запрещен. Мета, террористы, вот эти экстремисты, нехорошие люди. Ну, все равно, как бы, как это, всякие девчонки продают свои услуги или там свой лайфстайл в Инстаграме, ну, просто через VPN, понимаете. И как бы и бизнес там есть, если речь о бизнесе, и охваты, понятно, подупали, но тем не менее, как бы, люди оттуда не ушли из Инстаграма и вряд ли уйдут из Телеграма. Но у меня другой вопрос. Вот сейчас получается, что противники, да, коалиция Эпштейна и Иран, они тоже становятся похожими друг на друга. Что конкретно я имею в виду? Израиль принимает закон, где можно смертную казнь применять по отношению к людям, которых осудили за терроризм. Этому закону очень радуются, поднимают шампанское, говорят, что вот, ура, ура, ура. Но подождите, а чем это отличается от КСИР, от Ирана? То есть, ну, понятно, что там парламент проголосовал, там, кстати, не такое большинство, но не так все однозначно, были те, кто против. Но это же определенный нам маркер, что вот эта вся история, она, первое, закончится, и вот когда закончится, вот тогда начнется. Будут отлавливать, справедливый приговор, несправедливый, какая разница. Но есть этот инструмент, да, ликвидации конкретно осужденных за вот эти статьи, понятно, против кого это делается. В то время, когда Хизбалла воюет с Цахал, хуситы пока свой пролив на Красное море не перекрыли, но они говорят, что мы будем, и бьют по Израилю, и говорят, мы будем вступать полноценно в войну. То есть это решение нам говорит о том, что, ну,
окно Овертона расширилось достаточно серьезно. И мы уже не можем говорить о как бы демократической нефти и диктаторской нефти, а демократической, условно, или какой-то такой цивилизации, там, цивилизационной победе. И вот там, например, отсталыми, забитыми фанатиками, аятоллами. Нет, все перемешалось. Все перемешалось, подается под разным соусом, но гарнир-то один и тот же. Ну, знаете, я обращал внимание на то, это я для себя, я не скажу какую-то научно обоснованную вещь, либо ссылаться на какие-то цитаты авторитетов, но всегда, когда две воюющие стороны воюют, есть какие-то принципиальные разницы у них, в том числе и, как вы правильно обратили внимание, например, на такие особенности, как свободу слова, свободу собираться, выражаться. Ну, коротко говоря, конституционные там права. И это самое, даже если одна из этих сторон была раньше более либеральной, а другая была более зажатой, из тех, которые воюют, очень быстро эти разницы стираются, они становятся ну, практически зеркальным образом друг на друга. Ну, да, даже времен Великой Отечественной войны пришлось, скажем так, советской махине очень быстро перенять у Третьего рейха некоторые, скажем так, военные специфики, военные тактики, военные методы и приемы для того, чтобы в конце концов выиграть этот смертельный бой. Например, у Гитлера были заградотряды сначала. И где-то до конца 1941 года, по-моему, у Красной Армии этого не было. Я сейчас не буду ручаться за сроки и прочее, но, коротко говоря, заградотряды у Красной Армии появились глубоко позже, после того, как они уже работали у вермахта. То есть массу приемов, если у противника это работает, ты сначала смотришь на это и говоришь, ну это не морально, это неприлично, это нам не подходит, мы другие, всякое такое, а тебя бьют, убивают, и вообще-то ты проигрываешь, а тебе тогда приходится посягать и на этот инструмент, и брать этот инструмент на вооружение, потому что, черт возьми, иначе мы в более слабой позиции. То же самое по поводу того, что вы давали сейчас пример с Израилем. Израиль воюет с Ираном, потому что Израиль типа демократическое, европейское, такое, чуть ли не светское, никакое не светское, не теократическая страна вообще-то. Даже мужчина за женщину не может выйти, ну там не могут пожениться без раввина и так далее и тому подобное. Не суть, сейчас это обсуждать не будем, но они говорят, вот эти там мрачные, вообще-то отсталые аятоллы, вот видите, как они прессуют народ, а у нас вообще-то светочи и цивилизация, и демократия, и всякое такое. Даже если такое и было, то постепенно это начинает стираться, потому что они входят в ситуацию, когда хотят или не хотят, они начинают быть похожи друг на друга. Причем это обоюдный такой процесс. Иран тоже меняет свою тактику. Иран тоже вынужден, скажем так, адаптироваться, потому что, очевидно, Иран приготовился асимметрическим, очень интересным образом, необычным для атакующей стороны. Атакующая сторона сейчас не знает, что сделать. Цели поражены, сопротивление продолжается, что делать. Но зато Иран промахнулся, нарушив, скажем так, правила безопасности, собирали вот эти там руководители в одном месте, что позволило их ударить. Али Лариджани убили буквально в квартире его сестры. А что он там делал? Почему он не был в бункере, в защищенном месте? Снесли весь дом, где под 100 человек вообще-то проживали. Плюс соседние два дома тоже сильно пострадали. То есть они не соблюдают почему-то какие-то естественные военные правила безопасности, к которым израильтяне относятся сильно более ответственно, и американцы относятся более ответственно. Это обоюдный процесс. Когда воюют вот такие большие группы, системы, государства и народы, к концу этой войны, неважно, каков он будет, разницы между ними будут уже минимальны. Ну, это, кстати, тоже очень интересный подход. Ну, это, наверное, что-то внутреннее. Ну, это типа война или там как Аллах указал, там так и будет, то есть такой какой-то фатализм где-то замешанный. Да, есть такой. Потому есть что, ну, давайте так, ну, значит, умер, значит, вознесся, потому что вот, я правда тоже долго думал, а чего это вдруг собрались все со всей семьей. Мне так нравятся там украинские отдельные эксперты, говорят, это они прикрывались семьей. Ну, типа, прикрывались, что, типа, как детьми, аятолла старший имеется в виду. Ну, сейчас непонятно, что с аятоллой младшим. Трамп говорит, что он-то жив, но в каком он состоянии непонятно. Но он выдает там новые и новые как бы распоряжения.
Я вот как хочу повернуть наш разговор. Рубио делает заявление важное. Говорит, что после того, как мы разберемся с Ираном, а как разберемся, тут варианты от плюса до минуса и колебания очень серьезные. То ли будем вместе с Аятоллой продавать нефть, то ли бросим этот Ормузский пролив, занимайтесь там, арабы, договаривайтесь, как вы будете свои танкеры туда-сюда гонять. Это не наше дело. То ли мы возьмем под контроль, захватим, то ли сместим власть, то ли не сместим власть. Ну, в общем, когда все закончится, ну, вполне себе будем пересматривать НАТО. НАТО. Пламен, сегодня в Украине дата, там Гостомель, Буча, типа День освобождения. В эту дату приехала Кая Каллас, ее встретили, и ряд там министров иностранных дел европейских государств, и они отправляются сегодня в Бучу почтить память. Утро адское у жителей вот этой стороны, бучанской стороны пригорода Киева, потому что там все перекрыли. Ну, то есть люди не могут никуда добраться. То есть огромные очереди, в общем, все. Стал, проезд стал. Все, до свидания. Потому что большие гости. Понятно, что Зеленский, как бы и власть украинская, они вот этой датой, опять Бучей, они пытаются торгануть. В плане того, что вот смотрите, на фоне этих эмоций, слез и всего остального, вот мемориальчик, вот смотрите, проведем по местам. Расследования официального нет. Как там французы не пытались нам вроде как шефство оказать. Ничего как бы нет. Список жертв Россия запрашивала у украинской стороны, те не дали. Почему не дали? Вопрос. То есть конкретно есть какие-то одиночные рассказы о каких-то жертвах, да, о том, что вот россияне пришли, там, ну, единицы, там, штук 5 я видел за эти 4 года, ну, таких именно рассказов конкретных людей, да, о военных преступлениях, что должно быть априори расследовано, причем со всех сторон, и с армии украинской, и с армии российской, это военное преступление, без срока давности надо расследовать. Но расследования нет, есть образ, за который хотят денег, ну, фактически, да, с европейской стороны. За этим приехала и Кая Каллас, наверное, уговаривать Зеленского, чтобы тот не соглашался на сделку, не прогибался под Трампа и там заверит, что какие-то деньги, деньжата какие-то подбросят. Может быть, там июнь, пишут, что до июня Украине денег, может, июль там еще чего-нибудь добавят. Но у меня тут возникает важный такой элемент. Насколько получится, вообще, что вы думаете об этом символе Бучи? И вот как так получается, что на самом деле война же тяжелая, но украинская сторона как-то умудряется даже такие моменты, тяжелые, где-то не до конца расследованные, непознанные, спорные во многом какие-то моменты продавать за чистую монету и звонкий евроцент? Во-первых, это гнусно, это не по-человечески, это плясать на костях. Во-вторых, в Буче я думаю, что обе стороны хороши по поводу военных преступлений. А что делала российская сторона, я, честно говоря, не знаю. Знаю, что во время войны, если такая пальба и стрельба, и как я видел кадры и фотографии, как застряла и горела техника, наверное, они открывали огонь по всему, что движется, потом вообще даже не разбирались, это были цивильные или другие. То есть, возможно, было убийство и мирных жителей со стороны российских военнослужащих там, потому что там для них был вопрос жизни и смерти своей, без разницы, кто там другой. Но я видел и другие кадры, которые меня наводят на мысль, что совершенно целенаправленно, причем действительно таким нечеловеческим сатанинским образом, люди были убиены не россиянами, хотя это потом списывалось на россиян. Я уверен, что это делали украинские силовики, потому что большинство из этих людей, которые там сидели, там согнутые, как на кадрах их показывали, были белые ленты на рукавах, то бишь это было указание на то, что это были коллаборанты России. Как Россия будет расстреливать своих коллаборантов? Что за глупость, что за дикость? Кто будет даже тратить время на это, даже если это хочется, а зачем такое хочется? А вот кто и расстреливал коллаборантов с украинской, то есть со стороны украинских силовиков тогда, и потом по британской наводке сделали вот эту хореографию, вот эту «Хвост виляет собакой»,
walk the dog, что называется, в лучшем стиле, в лучшем, конечно, с кавычками, британских таких хореографических постановок театральных, ужасающих, что называется, это, пожалуйста, они выдали свои жертвы за чужие жертвы для того, чтобы из этого сделать перформанс, который стал международным казусом, и гремели вот эти смрады и шумели, да, по сей день, как вы только что задали вопрос, это уже становится таким календарным событием года, и то каждого года, не первого года, что называется. Поэтому у меня примерно такое, может быть скандальное, может быть политически неправоверное, но я надеюсь, фактологически корректное мнение. Мне наплевать, насколько оно политически неправоверное. К сожалению, там отметились и вот эти, прости господи, болгарские сейчас политики, которые заключили какой-то десятилетний контракт, хотя это временное правительство, которое имеет право мандат на 2 месяца для того, чтобы организовать просто честные выборы, потому что старое правительство было угнано, то есть заставили их подать в отставку, и это так называемое в Болгарии служебное правительство, то есть временное, у которых есть крайне ограниченные полномочия на 2 месяца просто организовать процесс. У нас выборы не 12-го, как в Венгрии, а 19-го, неделя спустя. Им есть чем заниматься. Вместо этого приехал этот странный чувак, Андрей Гюров, который повстречался там с Зеленским и заключил какой-то 10-летний контракт, хотя на это у него никаких полномочий нет. Причем с достаточно таким странным содержанием, как раз в годовщине, той, которой вы меня сейчас спрашиваете по поводу Бучи, там, Гостомеля. То есть происходит такая сквернотень, для которых у меня откровенные по-болгарски и по-русски приличные слова кончаются, а у вас приличная передача. Я действительно не знаю, как это комментировать. Прилично я имею в виду. У меня другие слова вообще-то лезут, и я с трудом сдерживаюсь. Смотрите, я тут как бы должен уточнить один момент. Ну, потому что я тоже был в Киевской области, с другой стороны. То есть... И белая повязка... Я ошибаюсь в своей оценке. Если я ошибаюсь, я не против услышать. Белая повязка, это типа мирный. Ну, как а-ля белый флаг. Ну, то есть это означает безоружный, мирный, местный житель. Поэтому, когда заходили туда в эти все... ну, понятно, что, опять-таки, у меня же простой вопрос. Расследование, да? Причем да, это обязано, если россияне убивали мирных, россияне должны, они первые заинтересованы в том, чтобы все расследовать. Согласен. Если украинцы, то украинцы должны. Это честь сторон. Но у нас бесчестная война, понимаете? Вспоминают абсолютно. В чате трансляции, вспоминают этого чеха, которого там мародерили они в Буче, да, который в Чехии чех давал эти показания, рассказывал эту историю, быстренько замяли, сказали, да, это что-то у них там, это что-то их на чешском, понимаете, это вот не туда. Эпизодов в этом хаосе и вакханалии было много, но нет расследования, а есть опять вот эти все образы, да, ну, я вообще был поражен, по-моему, позапрошлом году или в прошлом, это вообще выставили как День Победы. Ну, прям День Победы. Там, с сединою на висках, там, вот это как положено. Гостомель, мы отбили, мы отразили, мы вот это все сделали. Понимаете, такая, сказать, что рубились за этот Гостомель, так особо не рубились. Я имею в виду прям бои, чтобы были, да, то есть понятно, что стреляли друг друга, но потом все-таки они вышли, объявили жест доброй воли, но есть люди, которые верят, что россияне получили и ушли. Потому что получили и россияне тогда, и украинцы тогда, все тогда получали в первые дни войны. Но тем не менее, как бы они же ушли, они же не вцепились, а могли бы там очень... Мы сейчас видим, как эти села переходят друг к другу, а там городская почти что в основном застройка, ну, многоэтажечки эти. Там можно было рубиться, как бы мама не горюй, до сегодняшнего дня, условно, под Киевом. Но они же вышли, они же не усиляли вот это направление, не усиливали его. Но это так, это размышления. Меня интересует другой момент. Так а Кая что? Кая Каллас. Вот она приехала, понятно, там символическую дату. Матерного Катарина, она вчера, ну, разошлось вчера, она чуть раньше давала интервью о том, что Зеленский хочет, чтобы была вписана дата евроинтеграции, вступления в Европейский Союз в мирные договоренности. Ну, в общем, Европа говорит, не-не-не, ну, в общем, короче, этого не будет.
Не будет. 1 января 27 года Украину принимают в ЕС. Не будет этого. Не будет. И это как бы объективно сказали, нет, в общем, это отказ. Хорошо, так а что тогда Sky может Зеленский выжать сегодня? Даты нет, денег нет. Ну, как бы слова поддержки или что? Или заводики на территории Европы по дрончикам и всяким таким боеприпасам, которые пока что не поражаются Российской Федерации, потому что она как Иран не воюет. Они собираются, я отвечаю на вопрос, почему Кая. Они с Урсулой собираются поменять правила игры после начала игры, то есть после выборов в Венгрии. Если не выиграет Петер Модер, а выиграет опять Виктор Орбан, то тогда они собираются поменять правила игры. То есть, если сейчас для того, чтобы утвердить этот 90-миллиардный кредит со стороны Европейского Союза, должно быть полное единодушие, единогласие. То есть, все страны, все 27 стран должны проголосовать за. У нас сейчас есть один дефис 2 фигуранта, которые решительно скажут нет, возможно, появится даже и третий, а если появится 3, то будут и больше, это бабки, что называется, не ходи, то они пытаются сейчас поменять правила, чтобы не было полного единодушия, они пытаются в второй половине апреля прогнать вот такие решения, чтобы было просто большинство. А над большинством они, конечно, влияние имеют. То есть они поменяют правила игры. И тогда все равно выдадут этот кредит, и поэтому это отсрочка до июня месяца. Правда, с апреля по июня месяца какие деньги и кто и как будет давать, я все равно думаю, что дадут. Пусть не эти 90 миллиардов, пусть это будет там фонд национального благосостояния Норвегии, хотя Норвегия, она, по-моему, даже не в Евросоюзе, но она все равно предлагала свои услуги на то, чтобы из своего фонда в размере то ли 1,7 триллионов, то ли 1,3 триллиона. Коротко говоря, у них есть достаточно, чтобы даже дать залпом все эти 90 миллиардов евро, а потом Евросоюз, грубо говоря, будет обслуживать этот кредит, когда будет эта возможность, в сторону Норвегии, для того, чтобы выиграть время, для того, чтобы не обрушилась вся экономика, вся госадминистрация Украины. Потому что с 1 апреля, либо к концу апреля не будут деньги буквально на выплаты госслужащих. Там зарплаты, там учителя, медицинский персонал, госадминистрация, воякам зарплаты не будут выплачиваться. То есть для того, чтобы не обрушилось все сейчас в апреле с финансовой точки зрения, а финансовый ведет за собой абсолютно все остальное, они из кожи вон лезут для того, чтобы это обеспечить, и они это обеспечат. Как, я не знаю, но они это обеспечат. Поэтому Кая Каллас сейчас там на месте, то, что будет обсуждать с Зеленским, я уверен, это не пустой звук. Кая Каллас – это не титан мышления, она с кроссвордами, скорее всего, плохо справляется, и у нее внешность школьницы, но зато интеллект, скажем так, увянущее растение. Но, тем не менее, она в этих вопросах, поскольку соблюдает равновесие, то есть вестибулярный аппарат, если работает, там спинномозговой, что называется, она с этими вопросами разберется. И она является мессенджером. То есть я бы не стал считать, что вот эта встреча впустую, это просто такая протокольная, это просто символьная, это опять из порядка, скажем так, что это просто так. Нет, они действительно решат финансовый вопрос. Как, я не знаю. Я вижу несколько вариантов, не буду сейчас больше им подсказывать, но я уверен, что такие и подобные варианты они видят даже больше, чем я. И они этот вопрос порешают. Кроме того, я продолжаю быть уверенным, что Зеленский неплохо продаст вот эти украинские дроноводы и дроны-перехватчики, по крайней мере, на уровне шахедов, потому что у всех остальных, и у американцев, и у израильтян, и у этих монархий ничегошеньки нет. А то, что он предлагает, решает хотя бы на процентов на 30-40 вопрос хотя бы с шахедами. А это тоже немало. И они за это будут платить. Сколько, не знаю. Поэтому деньги сейчас на апрель появятся, и до июня Украина, скорее всего, протянет. А к июню они дополнительно ее накачают десятками миллиардами для того, чтобы вся остальная, скажем так, сатанинская убийственная катавасия продолжалась. Ну, смотрите, тут же тоже деньги найдут. А какая цена этих денег? Ну, вот тоже. Вот сейчас все страны, многие, кстати, страны, есть распоряжение Международной ассоциации энергетическое о том, что... И прямо сейчас есть реальное распоряжение о том, что надо ограничить потребление бензина внутри стран разных. Да,
До 20 лет, да, есть такое, То да. есть экспорт некоторые страны прикрыли, и в том числе вот это же Англия, вот эта хваленая, ну, которая как бы патрон, там тоже проблемы. Ну, они остров, у них понятно, почему проблемы. Ну, то есть это становится, это сейчас глобалисты будут как бы забирать на такую моду, ну, модно типа, как вот маску давайте носить. Маска там на какой-то такой минимальный процент вообще помогает, вообще, если так разобраться было. Но все же носили, помните, делали красивые там масочки, это было модно. А сейчас вот, наверное, что-то будет в плане там нефти и в плане там нефтепродуктов, потому что ну так нельзя воевать. То есть, условно, этих 90 миллиардов так бы хватило там на 2 года они выделяли, да? А так надо, ну так сокращается же и время, понимаете? Достаточно существенно за счет ГСМ, потому что подорожает все. То есть тут тоже такой момент. Кому нужны эти 90 миллиардов? Формально они нужны Украине, на самом деле они нужны именно Европейскому Союзу, коалиции желающих, которые хотят купить время до 29 года, чтобы они к этому моменту приготовились тоже воевать. Они сейчас не готовы воевать, им нужно купить время. Именно поэтому эти 90 Как ты миллиардов будешь они готов... готовы. Подождите, как ты будешь готовиться воевать, когда у тебя энергоносители, рецессия, глобальный мировой кризис из-за того, что Трамп намутил на Ближнем Востоке? То есть одно дело, ты, когда у тебя стабильно и все хорошо, вот как Иран, у него стабильно санкции, у него все хорошо, стабильные санкции. Они там, я не знаю, они действительно 20 лет рыли туннели, подземные города, в горах вот эти все, ну, как бы шахты, пусковые установки, это прям, ну, это 20 лет. Египетский труд, да. Они не соврали, когда говорили, что мы 20 лет готовились. Так вот, они и подготовились. Бьют, конечно, бомбами, там, уничтожают разные объекты. Есть там варианты, что поражают. Входы, только входы. Ну, так входы входами, понимаете. А кто знает? А может, у него есть запасные входы? Да, Да, есть, ну, да, есть. по протоколу и по сооружениям. Они реально подготовились. Так готовиться надо, когда у тебя, ну, энергоносители трубные поступают к тебе по трубам. То есть, когда у тебя хорошо все в экономике, когда у тебя есть профит, то есть, это как коррупция, воровать с прибыли или воровать с убытков. А так получается, к войне Европа будет воровать с убытков. Ну, то, что вы перечислили, все является правдой, но это указывает ровно на одну вещь. Просто эта подготовка будет стоить дороже, потому что будем иметь недешевые энергоисточники трубные, русские, газ, нефть и так далее и тому подобное, а будем иметь танкерные. Слушайте, откуда эти танкерные возьмутся? Я еще раз призываю всех написать, погуглить первые 10 стран добытчиков нефти и газа, и вы увидите, что в рамках этих первых 10 по количеству вы увидите одну страну. Обязательно. Это будет Соединенные Государства Америки. Да, по поводу нефти первое это будет Венесуэла, но Венесуэла уже под контролем США, так что можете считать, что это уже Венесуэла плюс США, плюс, а не вместо. Так что кто будет заправлять Европу? США на правах США. Поэтому то, что мы говорим, что услуга рубанули 70% экспорта, и даже удары продолжались и по порту Новороссийску, то есть по второму порту. Ну, кому от этого выгодно? Тот, кто сейчас... Слушайте, наверное, вы смотрели, ну, вы более молодые, но был такой классный актер Чарльз Спенсер Чаплин, немое кино, черно-белое, шикарное, конца 19-го, начала 20 века, и там было такое кино «Малыш». И в этом кино он нам показал всю суть капитализма. Он стекольщик, проходит и спрашивает людей, ну, окна вам поменять? Нет, не надо. Потом у него там ребенок, малыш, который камень берет, стекла разбивает предварительно, перед тем, как он вообще-то туда прогулялся, и убегает. Естественно, за малышом кто угонится? Никто. А потом он, естественно, приезжает, слушайте, вам окна починить? Ну, естественно, да, пожалуйста, и вот бизнес. То есть, Америка сейчас перекрыли возможности России экспортировать вот эту танкерную нефть. И прибежит тут как? Тут терминалы, это северноевропейские, которые там в Германии, там в Польше, на Балтийское море, терминалы для сжиженного газа и для разгрузки нефти. Там они готовы, готовы. Их строили 15 лет, кстати. И именно после того, как их построили, взрывали Северный поток 1 и 2, а не до этого.
Поэтому, когда они что-то взрывают, они приходят с альтернативой. Фильм «Малыш». Да. Так что они-то приготовятся, просто цена, издержки, вопрос будет выше, будет другая. Да, значит, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Когда США прогнут Зеленского? 13% в паузе в войне с Ираном, 16% после, 22% во время и 49% считают, что не прогнут США Зеленского, потому что сами вляпались. Ну, вот такое мнение. Разделяете? Ну, я продолжаю считать, что это будет после, хотя, когда закончится война с Ираном, если верить вот этим американским воякам, которые первые ляпнули, что это будет до сентября, а не до начала апреля, ну, Зеленский прямо вышел и сказал, не неделя, где-то на прошлый, скажем так, политобзор, который я делал, что нет, выборы не будут. Я припоминаю, что в политобзоре, скажем так, второй половины февраля он рапортовал бодро Трампу, что приступает к подготовке к выборам 2026 года на позицию президента Украины, и даже, может быть, он не будет баллотироваться. Ну, это еще не точно, что называется. А теперь он сейчас сказал, не будут выборы. Ну, значит, ему так сказали, ему дали силу, уверенность это сказать. То есть он все больше и больше начинает, ну, скажем так, оскаливать зубы Трампу прямиком, искренне и лично. Хотя все прекрасно понимают, что Трамп принимает это и лично, не только, ну, скажем так, служебно. А если у него есть на это не вопрос яиц Зеленского, это вопрос каких-то других яиц, не Фаберже, которые ему позволяют вести себя таким образом, который несовместим со статусом внешнеуправляемой страной, который зависит от Америки как минимум на уровне разведданных, как минимум на уровне Старлинка и еще массу других технологий в военном времени. То есть, если это были бы чисто субъектные отношения, чисто субъектно США и чисто субъектно Украины, давным-давно его бы смешали с пылью, опустили до плинтуса и закопали ниже плинтуса. А нет, это не происходит. Ну, слушайте, я представляю себе пинчер, который гавкает на дога, либо на самбернара, либо на какой-то другой такой, на кавказской овчарке. Ну, он может гавкать, но недолго. Потому что дальше его будут просто разжевывать, и все. А этот пинчер продолжает гавкать. Значит, кто-то, во-первых, за этим пинчером стоит, ну, не знаю, тигр, медведь, там какой-то другой зверь, может, слон, неизвестно что. А у этого, скажем так, большого пса, он на коротком поводке, и ему не дают, чтобы он с этим пинчером расправился хоть лапой, хоть зубами, хоть хвостом. Не дают. Вот такая уж ветеринарная аналогия, уж простите. Мгм. Так, друзья, всем большое спасибо, что проголосовали. Давайте по вопросам пройдемся из сообщества YouTube, из чата трансляции. Поехали. Режим Блиц, чтобы больше пройти вопросов. Людмила, здравствуйте. Сегодня Минобороны Латвии подтвердила, что через воздушное пространство пролетают дроны бомбить Россию. Жители получили официальное уведомление. Пламен, скажите, как бы поступил Иран, если бы он был на месте России? Почему? Так как Иран, Россия не поступает. Иран поступил бы ровно так, как он всегда поступал. Ему без разницы, это США, Китай или кто-нибудь другой, или Саудовская Аравия. Иран сразу отвечает мужественным, субъектным военным образом. Почему Россия так не поступает? Потому что после того, как Горбач сдал всех нас, до сих пор не нашлось субъектных руководителей Кремля, лиц мужского политического пола, которые, скажем так, из-за совести к предкам своим героического народа победителей Гитлера, ну, встали не с колен, а на ноги и дали, что положено, как положено. Я припоминаю Никиты Сергеевича Хрущева, который в ООН не постеснялся рассказать и показать Кузькину мать, если они будут продолжать себя так вести. Вот как надо, хотя бы и вот так. А сегодняшняя Россия нет, это компрадоры. Вспоминаем, я понимаю, что это близко, но очень коротко, вспоминаем слова Збигнева Бжезинского, когда Бжезинского по земля будет ему, не знаю, стекловато или путает, пухом там, неважно как, когда из журнала «Нувель Обсерватер» задавали ему вопрос, это был 2001 год, а что вы нам скажете по поводу российской элиты? И он спросил, о какой российской элите вы говорите? А то, у которых в наших банках 500 миллиардов лежат деньги, вы уверены, что это российская элита? Я вам так скажу, к 2017 году это было уже 1,13 триллионов
денег той же самой так называемой российской элиты. Поэтому вот так вот. У Сталина не было денег Здравствуйте. в этих счетах. Здравствуйте, Пламен. Как вы думаете, может быть такое, что через 40 лет сбежавших из Украины ТЦКшников будут стоя приветствовать в западных парламентах, целовать им руки и называть борцами за независимость Украины? А почему через 40? Может, и через 4. Это вполне себе сценарий, потому что большинство, скажем так, фашистов, бандеровцев, Шухевичей и так далее, которые сбежали с другой стороны Атлантики, они вполне уважаемые люди, стали и в Канаде, и в Америке. Да, да. Почему через 40? Через 4 года еще. Почему так долго тянут с перемирием в Украине? Такой простой вопрос от зрителя Алекса. Потому что Трамп, в скобках клуб триллионеров, не поделился концессионным договором и Украины, недр Украины, и обещаниями Путина насчет недр России и российской Арктики с коалицией желающих, в скобках, с левым и правым берегом Темзы, у которых был 100-летний договор хотя бы на недр Украины. И они сейчас хотят не 50% недр Украины, они хотят, чтобы Трамп поделился и недрами Украины, и недрами России, и недрами российской Арктики. Трамп, еще раз, это клуб триллионеров США. То есть это война британских денег, больших денег, триллионерских денег с американскими триллионерскими деньгами насчет недр Украины, России и российской Арктики. Пока они не договорятся, очевидно, они пока не договорились, прекращение войны крайне невыгодно левому и правому берегу Темзы. Соответственно, прекращения войны не будут. Разговоры будут, но прекращения не будет. Угу. Добрый день, Пламен. После распада НАТО Болгария будет дружить с Россией? Это не вопрос распада НАТО, это вопрос выхода Болгарии из Европейского Союза и НАТО, за что мы и мне подобные ратуем. Даже 22 год мы составили коалицию именно с этим же названием «Вон из Европейского Союза и НАТО». В этом году, поскольку я опять напоминаю, у Болгарии сейчас кампания выборы 19 апреля будут, мы попытались зарегистрировать ту же самую коалицию, в этот раз нам не позволили, соответственно, мы не можем выйти с такой программы, просто не разрешили зарегистрироваться просто так. Так что это вопрос суверенизации Болгарии и выхода Болгарии из Европейского Союза и НАТО. Если Болгария выйдет из Европейского Союза и НАТО и отвоюет свои 5 форм суверенитета, хотя бы и наполовину, она не может не дружить с Россией, потому что 80% болгарского народа не просто 3 марта на Шипке, когда поднимаются под 350 тысяч человек со всей Болгарии, и в большие болгарские города выносят болгарские флаги именно перед русскими памятниками, русские знамена и так далее. То есть, какие бы инородки и инородные политические верхушки нам не привинчивали, которые плохо даже владеют болгарским языком, плохо выражаются на болгарском языке, все равно 70-80% из населения продолжает оставаться за Россию. И когда нам говорили, что очередной американский посол приехал для того, чтобы бороться с так называемым гибридным российским влиянием в Болгарии, всегда умные люди хихикали и говорили, еще один кандидат заниматься отбеливанием цветных металлов. Ну, примерно вот так. Так что это неизбежно. Но с этим Кремлем очень сложно вообще дружить. Всем. С этим нынешним Кремлем, который враг самой России, самим русским. Это большая проблема. Так, значит, добрый день. Как, на ваш взгляд, развивались бы события в мире, если бы Россия в 22-м, используя весь свой потенциал, нейтрализация верхушки, ковровые бомбардировки, Украину бы захватила? Ну, на самом деле, жертв было бы десятки раз меньше. Уже мы обсуждали бы совершенно мирную жизнь. Да, были бы, естественно, многие недовольны, вернее, некоторые недовольны. Категорически не было бы большинство. Но нельзя было это делать ковровыми бомбардировками. Можно было сделать это совершенно по-умному, по-человечески, но по-субъектному. У Кремля не хватало не только ума, у Кремля тогда и сейчас не хватает субъектности. То есть им просто запретили. Поэтому, хотя после Дебальцева и после Иловайска практически от 30-40 до 60% так называемых украинских вооруженных сил было нейтрализовано, Кремль запретил ополченцам поехать в сторону Киева и решить вопрос на центральном уровне. Кремль это запретил, потому что Кремлю уважаемые партнеры сказали, ну, обязательно разберись и этого не допускай.
Об этом есть достаточно много данных. Но у нас Блиц, поэтому больше сейчас рассказывать подробности не буду. Благо, они очень хорошо известны не только мне, а нашим слушателям в том числе. Я в этом уверен. Мгм. Так, значит, шутливый вопрос пламен от Александра из чата трансляции. Израиль теперь может вешать террористов. Вот сбежал кто-то из другой страны в Израиль, государство его террористом назовет. Беглеца в петлю, денежки в бюджет Израиля. Профит. Ну, в чистом виде, да. Это да. Значит, как вы думаете, есть ли у Путина деньги на западных счетах? Сергей интересуется. Уже нет. Хотя были, потому что когда приезжал Дидье Бурхалтер, это, по-моему, было то ли 5, то ли 7 мая 2014 года, то есть за неделю до того, как состоялись референдумы в Луганске и в Донецке, он тогда показал те вроде бы якобы тайные счета Путина, которые, ну, шантажируя этим, он его заставил отказаться от поддержки и признания референдумов в Луганске и Донецке, хотя до этого был уже, естественно, и признан и проведен референдум в Крыму. То есть сделал так, что референдумы в Луганске и Донецке оказались недореферендумами сравнительно с крымским референдумом. Но Дидье Бурхалтер приезжал не в статусе президента Швейцарии и не в статусе Дидье Бурхалтер, который шантажист такой нашелся. Он приезжал в статусе именно представителя глобалистов-финансистов, то есть глобальной наднациональной верхушки. И именно поэтому это возымело такой, ну, скажем так, эффект сразу. Путин просто с каким-то швейцарцем, просто с каким-то президентом Швейцарии, которого с трудом запомнишь, с трудом произнесешь или с трудом напишешь его имя, не стал бы и так подчиняться. Но он прекрасно понимал, что к нему приезжает представитель именно этой глобальной финансовой верхушки. Поэтому он подчинился. Значит, зачем вчера Рубио звонил премьеру Грузии, спрашивает Нателла. По-моему, они хотят вернуть Грузию в правильное русло, скажем так, в правильных колеях, потому что в Грузии есть достаточно большое американское посольство и достаточно немаленькое, ну, типа то ли американская, то ли американско-натовская база. То есть Грузия должна, ну, подчиниться, как собаке, которой говоришь, место сидеть, лежать рядом, и рядом должна быть, а не гулять. Гулять гуляли. Уже рядом. Сколько это получится, я в этом сомневаюсь, потому что Грузия тоже, слава богу, такая специфическая, кавказская, горная. Из Грузии вообще-то вышел товарищ Сталин, поэтому посмотрим. Да, значит, спасибо большое, друзья. Ну, тут такой Александр пишет, Сталин за 5 лет закончил войну, а почему Путин так долго воюет? Ответ очень простой, потому что Путин не Сталин и даже близко к Сталину не подходил. И даже гроб Сталина 9 мая делает так, чтобы он был недоступным для возложения цветов благодаря этих трубных конструкций, которыми ширмой упаковывает самого, скажем так, мавзолея Ленина, так, чтобы первый гроб слева, то бишь гроб Сталина, был недоступен. И ни разу на 9 мая я не видел, не слышал, и никто не видел, не слышал, чтобы кто-то сказал, кто был верховным главнокомандующим тогда, кто кого победил, и кто руководил этой страной, которая победила. И почему знамя победы всегда после знамя Власова, которое на сегодняшний день является знаменем Российской Федерации. Погуглите и напишите знамя Власова, и вы увидите ровно тот же самый триколор, который сейчас является знаменем Российской Федерации. Символы и знаки. Война символов и знаков. Премудрый Конфуций. Я ничего нового не говорю. Пламен, благодарю за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не пьющие не офицеры, друзья, не друзья, враги, троллы и боты, вы тоже люди, мы все тоже люди. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами. Продолжение обязательно следует через неделю. Друзья, берегите себя, всем добра.